Всем привет, дорогие друзья! Давненько я не выпускал ролики на своем канале. Все стримы да стримы, что ж, давайте исправлять. Сегодня у нас на повестке дня разбор старого доброго ППК, ранее самого величественного и долгожданного оружия, павшего жертвой жестокой и не всегда точной руки геймдизов. Казалось бы, Саня, там же Федоров вышел, какой нафиг ППК? А нет, не все так просто. Я подготавливаю для вас череду роликов по последним вышедшим автоматам. Как только мы закончим с отдельным обзором, я выпущу ролик с полноценным сравнением всех последних автоматов, так что не пропустите. В сторону предисловия, давайте уже окунемся в душниловку. Итак, начнем с очевидного, но полезного для ребят, не дошедших до возможности покупки этого автомата, а именно расценки. Пушку можно купить за 20к голды, хотя могу и ошибаться, ведь она давно у меня имеется, но если это так, то цену стоит пересмотреть. Обвесов на него 5, и все стоят по 4к голды. Доступна пушка 46 уровня. Перейдем к разбору количества патронов для убийства игрока на различных расстояниях. Они для каждого оружия свои, так что сравнивать между собой их по этому параметру некорректно. Все тесты проведены при условии моя 6-я броня против 5-й брони Урины. Результаты вы можете увидеть на экране. Конечно же, никаких вау показателей тут нет. Как мы с вами помним, оружие чересчур жестко порезано разработчиком. Отсюда действительно возникает вопрос к цене. Скажем, 14 или 16к голды смотрелись бы вполне уместно, но никак не 20. Для более точной оценки, вот вам показатели по всем броням 5 и 6 тира. Опять же, стреляю я на 6 тире, урон чуточку выше. ТТК или же время убийства. По тем же причинам, что и количество патронов для убийства, ППК будет аутсайдером в нашем будущем сравнении. Насколько сильно? Прилично. Стоило бы оружие меньше, было бы безусловно простительно. Хотя есть у него один козырь. Да, я говорю о перезарядке. Прозвище «Самые быстрые пальчики» на просторах Советского Союза по праву достается ему. Кучность стрельбы всегда самый трудоемкий тест. Показать можно много чего, но времени на монтаж уйдет тонна, да и смотреть будет скучно, поэтому делаю более простой и наглядный тест. Стреляем в прицеле, не контролируя отдачу. Плюс-минус то же самое выйдет и у вас, если стрелять от бедра с контролем отдачи. Но во всяком случае считайте это форматом разброс в худшем случае, если руки из задней точки. Показатели не фонтан. Вкупе с урезанным уроном и скорострельностью так подавно. Хотя вдаль, на удивление, достаточно точно стреляет. Геймплей с ППК меня приятно удивил. Серьезно, я ожидал скучнейшее огребание по щам от каждого встречного. Однако, как ни странно, мне удалось вполне себе неплохо отыграть на первых местах как с 6-й броней, так и на 5-й. И более того, нагнуть игроков с 6-й броней с последними автоматами. Да, может это далеко не сильные игроки, но попробуй еще пробей эту ошибку баланса.
Заметьте, что ради вас я играл полностью со спрятанными кнопками по краям и без возможности нормально перезаряжаться и играть в 3 пальца. По мне, так очень достойный результат для забитого и забытого пистолета-пулемета небезызвестного Калашникова. Скины вышли на оружие совершенно разного формата, от прекрасного лунного ветра, красивого, но почему-то низкокачественного оружия победы, футуристического палача и уже классического Рождества, до убогого пластмассового СМЕРШ и зимние руны. Разнообразие кастомизации всегда круто, особенно для коллекционеров прикольных скинов. Итак, выводы. Вот вам для наглядности роза ветров. Прямо скажем, она скудновата. Вы скажете: «Финик, ничего ж не понятно», а я скажу: «Обождите». Вот выйдет видео с полным сравнением всех автоматов, и вы поймете суть этих диаграмм. А пока объясню так. Мы имеем с вами низкий урон, малую скорострельность, а вследствие чего плохое ТТК и Bullets to Kill, что было прекрасно видно по тестам. При этом у него огромный показатель перезарядки, хорошая дальность. При этом эта дальность действительно используется ввиду неплохой точности. В целом ствол посредственный. Играть с ним можно, но только если он у вас уже есть, и вы стоите перед выбором: купить новый автомат или же вложиться в новую броню. Ваш выбор — новая броня. Автомата хватит еще на какое-то время. Ну а если вы только дошли к возможности купить данный образец кривого баланса, то проходите мимо. За эти деньги он того не стоит. Отделу маркетинга стоит пересмотреть цену на данное творение, либо вернуть ему былое величие. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение и пожелания в комментариях, а также не забывайте переходить по ссылкам в описании. Всех обнял и до встречи в следующем видео, которое выйдет примерно через неделю. Не пропустите.